Сегодня мы с Петькой отправляемся на архитектурно-историческую прогулку в Торонтский университет, или как его принято тут называть, UFT. Петька — это мой сын. А если вы не видели наше первое видео, обязательно гляньте, мы там грибы собираем. И для полноты опыта, как все бедные студенты, поехали мы туда, естественно, на метро. Shepherd West Station, где мы сейчас находимся, была открыта в 1997 году и почти 20 лет являлась конечной станцией, и поэтому располагает большой парковкой на 600 мест, где мы и бросили нашу машину. Конечно, большинство студентов добирается до метро не на машинах, да и едут туда они в 9:30 утра. Но если бы мы выехали со всеми пораньше, снять бы нам ничего не удалось. Новые поезда производства Bombardier, того самого, что еще и выпускает самолеты, были введены в эксплуатацию совсем недавно. Перегородок между вагонами нет, зато есть куча видеокамер и запись ведется непрерывно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Комсомольская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам. Не спи, лысый, замерзнешь. Первое, что вы видите, выйдя из метро, это доказательство того, что вы таки уже в университете. Это Блур-стрит и расположившийся на ней университетский стадион и спортивный комплекс Varsity, дом многочисленных университетских команд под названием Varsity Blues. Тут играют в хоккей, наш футбол, их футбол, но тот, что в касках и смешным овальным мячом, баскетбол, волейбол, ну и куча других командных и не только командных видов спорта. В данный момент мы наблюдаем тренировку женской футбольной команды. А может, футбол и девушки потом? Так, на чем я остановился? Ну да, Блур-стрит. Северная граница кампуса Сент-Джордж, где учатся 88 тысяч студентов и находится более 20 факультетов, 14 колледжей и сотни зданий общей площадью в 70 гектаров. Все это, естественно, расположено прямо на улицах города, где идет обыкновенная повседневная жизнь, включая жизнь тех людей, которые никакого отношения к университету не имеют. Так, я не понял. А музей мы зачем снимали? Новая пристройка к Королевскому онтарийскому музею 2007 года. Это чудо современной архитектуры за $200 миллионов по проекту Дэниела Липскинда, увы, худшего из его архитектурных шедевров и до сих пор вызывающее негодование у многих жителей Торонто. Ну ладно, что-то я много сегодня отвлекаюсь, пошли смотреть наверх. Живописная тропинка под названием Philosopher's Walk начинается между консерваторией и музеем и проходит вдоль восточной границы университетского стадиона. Это самый короткий путь до исторического сердца университета, где мы сегодня будем гулять. Учился я в UFT давно, но помню все еще весьма неплохо, так как раньше постоянно приходилось бывать здесь по работе. Постараюсь сегодня показать вам и Петьке самое интересное и красивое, и уверен, что экскурсия вам понравится, и вы увидите и узнаете много нового. Менее чем в полукилометре от стадиона Varsity в южном направлении находится Trinity College. Это далеко не самое старое здание университета, постройки 1925 года, но оно первое на нашем пути, и мы начнем с него. Наверное, самая главная архитектурная особенность большинства исторических зданий кампуса – это их форма, где корпуса обязательно формируют внутренний двор, и, конечно же, готический викторианский стиль, в котором все они и выполнены. В Тринити расположено несколько факультетов, но основным резидентом является факультет теологии с программой англиканского направления. Пока вы будете рассматривать здание, я постараюсь быстро рассказать, как устроен наш университет, потому что он не похож ни на один другой в Северной Америке. И своим федеративным устройством колледжи скорее напоминает английский Оксфорд или Кембридж. Все это потому, что Торонтский университет – это федерация 14 частично автономных университетов, или как их принято тут называть, колледжей.
На местном уровне колледжи могут принимать независимые решения и выполняют тонну административных и академических функций, такие как набор студентов, начисление стипендий, составление расписания занятий, а также предоставление различных академических программ в рамках факультетов и инфраструктур, таких как библиотеки и общежития. Но, поскольку каждый колледж лишь является частью большого университета, он обязан следовать общей университетской политике. Все студенты принадлежат тому или иному колледжу, это зависит от факультета. Но дипломы же выдаются не колледжами, а Торонтским университетом, и у всех выглядят совершенно одинаково. Ну, в общем, как-то так. Про непосредственно сами факультеты мы поговорим в другой раз, это тема для отдельного обзора, а сегодня мы просто гуляем по самым старым и красивым колледжам и зданиям университета. Мы продвинулись еще метров 200 на юг и теперь находимся возле башни солдата, Soldiers Tower, которая является частью студенческого центра Hart House. Мы тут залипнем надолго, так как это очень интересное здание. Возле этой 44-метровой башни расположен мемориал, посвященный 1185 студентам и профессорам, отдавшим свою жизнь во время Первой и Второй мировой войны. Мемориал полностью высечен в камне и реально красивый. Зашли мы с восточного входа, так как он ближе всего расположен ко входу во внутренний двор, куда мы хотели зайти с самого начала. В этом году Hart House отметил свое 100-летие, но здание сумели сохранить в первозданном виде, и нажав на эту медную ручку мы, правильно, оказываемся в очередном внутреннем дворике. Слева виднеется башня солдата. Этот дворик, ровным счетом как и все помещения Hart House, можно арендовать для проведения различных мероприятий. Но в основное время это место, где студенты могут расслабиться и отвлечься от учебы. Надо отметить, что тут весьма уютно, недаром мы тут часто зависали. Тут же на втором этаже вход в ресторан Gallery Grill, который славится не сколько своей вкусной едой, сколько своей редкой коллекцией из 6 виол. Работы разных мастеров от 14 до 18 веков. Все они в идеальном состоянии, и на них постоянно играют на концертах камерной музыки. Который проходит вот тут. Это Great Hall, зал с обалденной акустикой, но в котором я прослушал гораздо меньше концертов, чем написал экзаменов. Забавно то, что во время экзаменов я ни витражей, ни люстр, ни потолка, ни резьбы по дереву не замечал. Но это нормально, хоть и неправильно, как говорит один мой друг. Рядом с этим концертным залом расположена малюсенькая часовня, мест на 30, не больше, где перед экзаменами могут помолиться студенты. Но шутки в сторону. Как показывает опыт, молитвы и ночи зубрежки прямо непосредственно перед экзаменом иногда делают настоящие чудеса. Но спустимся на землю, а вернее под землю, и пробежимся по подвалу. Тут студенты, и не только, могут даже постричься и, конечно же, заняться спортом. Также в подвальном помещении есть театр, но попасть туда нам не удалось.
Ну что, Петька, тебе нравится в университете? Да. Хочешь здесь учиться? Да. Ну все, Петя уже хочет здесь учиться, поэтому... Мы его с мамой заставим. Ну, пошли дальше. Перед нами первое здание университета University College 1856 года. Это не только самое старое, но и самое узнаваемое здание в UFT. Оно было снято в многочисленных голливудских фильмах, играя роль и Гарварда, и Оксфорда, и даже совершенно не похожего на него Ельского университета. А история его постройки окутана легендами и тайнами. Самую популярную байку мы вам расскажем, а ссылочку на эту достойную Голливуда историю, причем с официального сайта университета, мы положим в описании. Здание было заложено по приказу королевы Виктории. В тот момент население Торонто было всего 30 тысяч, и мастера были приглашены со всего мира. Одним таким гастарбайтером был огромный, с ужасным характером, и, как банально скажете вы, постоянно пьющий русский каменщик Иван Резников, который, естественно, прибыл из России со своей флягой, с которой он никогда не расставался. Одновременно с ним на стройку прибыл хрупкий и утонченный, но подлый, это уже мое имя, греческий каменщик Пол Диаболос. Но и как в лучших сценариях Голливуда, полюбили они одну и ту же женщину. Резников даже сделал ей предложение, и они уже копили деньги, чтобы отсюда уехать, но Диаболос говорил ее свалить с ним, но заодно и бабло Резникова прихватить. Но прежде чем они сумели осуществить этот коварный план, Резников все узнал и на пустой стройке кинул греку предъяву. Шансов у хрупкого Диаболос было мало, и он попытался скрыться именно тут, в юго-западной части здания, но Резников нашел его, и Диаболос спрятался за этой дверью. Иван рубанул по двери топором, отметина, кстати, осталась и по сей день. Замок не выдержал, и дверь открылась. Сегодня строители ну просто везде. Короче, подлый грек все-таки как-то перехитрил и зарезал Ивана своим кинжалом и завалил труп камнями. И лишь через 40 лет после сильнейшего пожара обнаружили кости, как считают именно Резникова. Но пойдем зайдем и посмотрим, что там внутри. Это уже восточная сторона, та, что прямо по соседству с Hart House, где мы только что были. Это был мой колледж, тут в основном студенты факультета Arts and Science. Я не был внутри здания с момента выпуска. Кто мог подумать, что вернусь я сюда уже только со взрослым сыном почти 20 лет спустя. Внутри здания много примеров обалденной резьбы по дереву. Многое, конечно, было уничтожено и заново восстановлено после пожара 1890 года. И сейчас здесь капремонт, и все в пыли. Пол здания недоступно, и самое печальное, что внутренний дворик тоже закрыт. Но посмотрим хотя бы на то, что можно. Здание уже давно исполняет в основном административные функции, но некоторые аудитории, например как эта, все еще используют по назначению. Прямо возле нее это старинная деревянная лестница ручной работы. Да, ремонт действительно нужен. Из-за него мы и не попали во внутренний двор, мое любимое место в UC, и мы решили отправиться в Knox College, пока там тоже еще не начали ремонт. Петька! Knox College – дом факультета теологии пресвитерианского направления и его аспирантуры. Здание тоже очень красивое, особенно резьба по камню на потолке и балконах вестибюля. В нем, как и в Trinity College, есть большая действующая церковь. Ну давайте пойдем посмотрим.
Это все очень сильно по стилю напоминает здание парламента в Оттаве. Прошлым летом мы побывали там, и теперь, я думаю, мы вернемся туда и сделаем выпуск о нашей столице. Но только весной или летом, конечно. Петька у нас 100% канадос. Ему здешние зимы нипочем, а я человек южный. Я холод ненавижу, а эта зима, похоже, будет самой холодной за последние лет 10. Ну реально, чем не кадры из Гарри Поттера? Этот проход соединяет здание с выходом на главную улицу кампуса, Сент-Джордж-стрит. Мы сильно проголодались и сейчас пойдем туда обедать, но сначала... Правильно, внутренний дворик. Без него никуда. На главной и одноименной улице кампуса Сент-Джордж есть много мест, где можно вкусно пообедать. Здесь есть и полевые кухни, вон их, аж целых 5 в здании биологии, и целый ряд всяких фастфуд-забегаловок вот прямо в этом здании. Но я решил вспомнить молодость и съесть хот-дог. Тем более, что, как ни удивительно, Mama's Best была тут, когда я учился в середине 90-х. Правда, тогда тут стояла эта самая мама, собственной персоной, а сейчас, видимо, ее сын. Тут учатся химики, тут математики, а там дальше биологи. И совсем вдалеке виднеется громадная библиотека Roberts Library. Это, наверное, самая загруженная точка кампуса, но чтобы не стоять полчаса в очереди за едой, мы решили прийти сюда именно сейчас, через полчаса после основного перерыва, когда лекции в самом разгаре. Времени у нас осталось мало, а пару зданий мы еще не видели. Я знаю одну классную уютную скамеечку в этом дворике, что примыкает к University College. Все эти трехэтажные домики – это одно из многочисленных общежитий кампуса. А смотрите, как распогодилось, просто картина масла. Давай. Ну что, за прекрасный день в университете? Cheers! Ну попробуем, какие у Best мамы хот-доги. Хот-доги зачетные. Ну а это здание – Convocation Hall. Тысячи мечтают оказаться именно в нем через 4 года, поступая в Торонтский университет. Самый лучший университет Канады и 29-й в мировом рейтинге. Convocation Hall, как вы уже, наверное, догадались, это то место, где 2 раза в год на торжественных церемониях выдают дипломы десяткам тысяч выпускников университета. Ну а в остальные 99% времени этот круглый зал на 1730 мест используется как аудитория для самых посещаемых лекций потока. Например, зачем-то обязательная для всех первокурсников естественных наук психология Psych 101. После посещения такой первой лекции с полным залом 1700 человек многим свеженьким действительно требуется помощь психолога. Внутри все весьма напоминает цирк или театр. Двери расположены по кругу, и в здании 3 яруса, партер и 2 уровня балконов. Арены нет, но есть сцена, где бегает профессор с микрофоном и веселит громадную толпу зрителей.
Мы поднялись на 3-й этаж и... Тихо. Пойдем глянем. Кажется, показывают первый сезон биологии. Смотрите, 21 век. Все на девайсы каких-то конспектируют. Господь велел делиться, сказала клетка, и поделилась пополам. Ну а мы вышли на финишную прямую, и перед вами Сент Майклс колледж. Он тоже сотрудничает с факультетом Arts and Science и также предоставляет множество курсов, связанных с историей религии. Можно подумать, что UFT – это университет с явным теологическим уклоном. Но это совсем не так, просто большинство старых колледжей исторически были связаны с теологией. Так все и осталось по сей день, а новое здание мы сегодня не смотрели. Это, судя по одежде, скорее всего, старшеклассники какой-то корейской католической школы на экскурсии в университете. А мы сейчас уже находимся в Виктория колледж. Это самая восточная граница кампуса, и мы проходим мимо очередного общежития. Сегодня Виктория колледж уже не имеет отношения к факультету теологии, как изначально, и работает с другими факультетами. Это самая восточная башня и стена кампуса, и это все продолжение общежития. Прикиньте, общага с окнами в башне. Опять приходит в голову Гарри Поттер. Ну а это самое старое здание Виктория колледж. Внутри ничего интересного мы, увы, не обнаружили. Ну и в этом уютном осеннем дворике Виктория колледж мы закончим нашу сегодняшнюю прогулку по Сент-Джордж Campus, по главному кампусу, самому старому месту в университете Торонто. Надеюсь, вам понравилась эта прогулка, надеюсь, вы смогли для себя что-то новенькое увидеть, особенно внутри зданий, то, что редко кому доводится увидеть. Даже многие студенты, которые здесь учились, я это знаю из личного опыта, далеко не все здания видели внутри, и поэтому я думаю, что вам должно это все быть очень полезно, очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Лысый И белобрысый. Всем пока!